Приветствую вас, путешественники! В этом видео я покажу вам страну Малайзию. До моей поездки в нее она ассоциировалась у меня сугубо со столицей, городом Куала-Лумпур, с ее башнями-близнецами Петронас. Также я ее знал как ближайший город, чтобы сделать визаран с острова Бали. Но изучив ее поглубже, посмотрев остров Пинанг, остров Лангкави, а также город Упах, мое мнение кардинально изменилось. И теперь она у меня ассоциируется как уникальное сплетение трех культур: китайской, буддистско-конфуцианской, индусской с индуизмом и мусульмано-малайской. И слияние трех этих культур в одной точке, их традиции, их кухни, их архитектуры делают Малайзию абсолютно уникальной изюминкой для туризма. И побывав в одной этой стране, вы как будто побывали в трех странах сразу. Приветствую вас, друзья! Хотел показать вам хостел, в котором я остановился за $6 в Куала-Лумпур. Это параллелепипед, выполненный из досок. Тут есть USB-зарядки, фонарик, вешалки. И они есть верхний ярус, эти параллелепипеды, и нижний ярус. Вот такое жилье. Доброе утро! Второй день моего пребывания в Куала-Лумпур. Я уже выспался, акклиматизировался. Нахожусь, естественно, возле Петронас Тауэр, самое красивое, что тут есть и притягивает людей. И начинаю обзор этого чудесного города. Сегодняшний день по Малайзии начался с обзорной площадки телевизионной башни. Высота башни 421 метр. И сейчас я вижу все небоскребы, вид завораживающий. И тут есть два места для фотографий, где можно зайти на прозрачный пол. Вот так это выглядит. Немногие туда осмеливаются зайти. Момент истины. Трясутся ноги. Не может быть. Загораю на высоте 300 с чем-то метров на башне с видом на Куала-Лумпур. И наблюдаю высоту. Вот она. Очень душевно, классно отдохнул. Вход за нее $30. И к ней едет бесплатный автобус, чтобы не подниматься наверх по жаре пешком. Конечно же, хочу отведать дуриана, где меня предупредили, что в гостиницу с ним идти нельзя, иначе штраф. Я сейчас нахожусь в нетуристическом месте и первый раз буду пробовать дуриан. Он мне интересен как фрукт. Внешне он такой, как ежик колючий. А второе, мне интересно, почему же с ним нельзя идти в гостиницу. Какой у него аромат. Ну, я бы не сказал, что он воняет. Нет, воняет луком. Не знаю, может быть. Мне нравится. Похож на лук с чем-то. А с чем, не понимаю. На гнилой лук с гнилыми овощами. Друзья, очень разнообразные кухни на этой улице, все так интересно готовят. Это вообще другой мир. Совершенно другие вкусы, и выглядит оно совершенно по-другому, прям шоу какое-то. И ночью тут творится какое-то сумасшествие. Людей, как муравьев в муравейнике. Съем все-таки эту большую креветку. How is name? King Prawn. Называется King Prawn. King Prawn, yeah. King Prawn. Так, друзья, я нашел очень красивейший арт-квартал. Здесь все так красиво, разрисовано, и кажется, как будто здесь так классно. Но вонь тут ужаснейшая. Девочка нюхает цветочек. Я бы тоже в таком месте лучше бы понюхал цветочек. А это девочка запускает мыльные пузыри, но только мыльные пузыри пускает листиками деревьев. Тут у нас искусство, облачка. И тут смрад
стоков и крыс. В общем, красивая графика, очень интересно разрисовано, но как-то оно, вроде пытались это место сделать классно, но вонь крысы, сводит на нет все вот эти прекрасные рисунки. Я нахожусь возле храма Шри Маха Мариамман, и, к сожалению, он, как часто бывает, на реставрации. Посмотрим изнутри. Очень красиво. Очень колоритный храм, друзья, очень понравилось. Самое прекрасное, что мне здесь понравилось, это там, где раздавали еду, это улыбки детей. Они такие классные, так одеты красиво. Просто какая-то вот они меня как-то вот в храме атмосфера такая была для меня напряженная, но когда я увидел детей, я прям поплыл от радости. Очень удивительный город Куала-Лумпур. Вот я нахожусь сейчас в китайский храм. Только что я пришел из индусского храма, вот он светится. А по улицам ходят как люди-мусульмане, арабки, и там, наверное, где-то есть мечеть. Такой супер мультинациональный и религиозный город. Я сейчас нахожусь в Чайна-тауне и начнем пробовать всякие чайновские вкусности интересные. Но тут все опять про еду и про чемоданы. Вот так в углях жарятся каштаны. Но пока что ничего интересного, просто обычный рынок. Цены тут низкие, ну и качество соответствующее. Сзади меня, друзья, находится красивейшая мечеть. Но, к сожалению, по пятницам для немусульмане она закрыта. И тут вокруг есть еще очень много мечетей. Но учтите, что если вы не мусульманин, в пятницу в мечети не пускают. Поэтому планируйте поездку заранее. Но зато я могу наслаждаться внешней красотой этой изумительной архитектуры. Называется этот великолепный дворец Бангун Султан Абдул Самад. Я нахожусь в красивейшей мечети, которая называется Индия. Мечеть состоит из 2 этажей. Красивая, друзья, мечеть. Чем она меня зацепила и понравилась? Тем, что в отличие от классической архитектуры мечети, таких как Голубая мечеть или там Сулеймания, она больше похожа на дворец Тадж-Махал. Вот необычная у нее архитектура. Сейчас я нахожусь в ботаническом саду Пердана. Тут очень много интереснейших локаций. Водопады, всякие бамбуковые острова. Сейчас я все посмотрю и освещу. Парк грандиозно большой. Ну, из центральной части города сюда идти минут 15. Парк, друзья, очень красивый, ухоженный, с мощеными дорожками и бетонными дорогами. Вот, друзья, главная достопримечательность парка – это бамбуковые мостики. Верандочки. Еще один красивейший водопадик. Я нахожусь возле ворот Национального дворца Малайзии. Он очень грандиозный, огромный, красивый и величественный. К сожалению, обычному туристу попасть в этот дворец нельзя. Ехал я сюда 2 общественными транспортами, но они меня останавливали постоянно вокруг да около.
Поэтому едьте сюда на такси. Такое, друзья, ультрасовременное метро, один вагон. Кстати, в метро я водителя не увидел, оно интеллектуально управляемое. Я вышел из этого метро. Смотрите, во-первых, какие у него станции космические, как они подсвечиваются и меняются цвета. Во-вторых, я ехал где-то час, и всю дорогу, как ехал, я видел огромные, дорогущие торговые центры, моллы, небоскребы. Очень много зданий супер дорогого сегмента. И их много. Это не то, что где-то там какой-то сити построили 20 домов, и все, типа, и показывают на всех фотках в интернете. Нет, тут прям едешь, и очень много этих домов. Это что значит, что люди в них живут, и город богатый. Второе, что я заметил, я же ехал в трамвае, как бы там был, ну, скажем так, обычный народ. И вот весь народ обычный сидел в айфонах. Я редко когда видел какой-то другой телефон, чем не айфон. Значит, что у людей есть деньги. Сзади торгового центра Petrona Towers есть музыкальный фонтан и парк. Каждый вечер там происходит светопреставление. Люди со всего города и туристы собираются и сидят на лавочках и ступеньках, чтобы его посмотреть. Очень интересный, и самое главное, что он бесплатный. Сам торговый центр Petrona Towers особо ничем не удивил. Все мировые бренды. Я же хотел наоборот в Азии посмотреть их бренды, но увидел все то же самое, что есть в Европе. Очень оригинальное украшение по китайской традиции. Вот такой золотой поросенок. Ну, не знаю, у нас бы девушки, если бы носили золотых поросят, но это как бы было, ну, ассоциация со свиньей, что ли. А здесь это прям мега дорогое золотое украшение. И вот как бы девушка, китайчанка, и она носит вот эти украшения. Это вот как-то так. Вот стоит это малазийских 79 тысяч. Ну вот видите, хоть один бренд меня по-настоящему удивил. И я пошел изучать дальше фудкорты и их национальную кухню. Так как Малайзия это смесь трех культур, еда была самая разнообразная. Наименее мне понравилась китайская. Как по мне, это вообще не еда, а какой-то трэш-фуд. Искусственные какие-то фиш-болы, митболы. В общем, все жареное, пережаренное, какого-то особо кайфа я не получил. Вот что единственное очень вкусно было, так это индусская еда и, опять же, мировая еда. Если сильно долго походить, можно вкусно, дешево покушать, но где-то за $3. Если вы хотите более-менее что-то хорошее, качественное, с закосом под ресторан, ну это где-то $5-8. Вот сейчас парень готовит еду, очень вкусно, жарит рыбу, жарит овощи. Вот это блюдо стоит примерно $7. Выглядит это таким образом. Он готовит при людях, которые окружили его стол, и потом подает. Я нахожусь на вершине пещер Бату Кейвс. Очень классный комплекс храмов. Вот забрался наверх, сейчас буду рассматривать летучих мышей. Итак, друзья, по лестнице я добрался до скальных пещер. Они очень высокие, эти пещеры. Высота их, конечно, поражает. Какой огромный зал был с храмом. И тут еще находится новый храм. Еще одна пещера. Место не перестает удивлять. Много разных пещер. Малайзия не перестает удивлять. Только что я был в индуистских храмах. Чуть-чуть проехался на такси, и тут уже китайский храм. Как будто я оказался в Китае. Невероятно. Как так может быть?
Сейчас еду на автобусе за Куала-Лумпур в город под названием Гейтинг Хайлендс. Это скала, то есть гора, на которой разместились торгово-развлекательные комплексы и разные китайские храмы. Дорога в этот Гейтинг Хайлендс лежит сначала на автобусе, а потом на фуникулере на канатной дороге. Все это стоит $2. Так что я хотел сказать первое. Тут сиденья как будто, не знаю, бизнес-класса в самолете. Они с массажем, они с компьютерами, с музыкой. Это первое. И второе, важно то, что в торговых центрах такие массажные кресла $2 стоят просто посидеть на массажном кресле. А тут ты 2 часа едешь, наблюдаешь красивые виды и тебе делается массаж. Находимся в городе Гейтинг Хайлендс. Мы сюда вчера приехали. И я хочу начать этот день с показа вам нашего номера, который мы сняли около $32. Номер очень шикарный, имеет 2 отдельные спальни. И в каждой спальне есть свой туалет и душ. Стиральные машинки, микроволновки, холодильники и так дальше. Ну вот моя спальня. Тут очень все классно. Белоснежные простыни, вентилятор, кондиционер, очень звукоизолированные окна и большой шкаф для вещей. По сути, это классная оборудованная квартира. Я забрался на крышу своей гостиницы. Вот такие виды. И тут есть бассейны и сауны. Поднимаюсь по канатной дороге на высоту 2000 метров в город Гейтинг Хайлендс. Вот дорога ведется по такой канатной дороге среди джунглей. Друзья, еду в полном тумане, абсолютно ничего не видно. Уже ни деревьев, ни джунглей. И такая дорожка тихая. Много видел торговых центров, но такой не видел. Еще не видел, чтобы торговый комплекс огромный был в облаках гор. Это невероятно. Просто невероятно. Просто невероятно. Невероятно красиво. Сейчас я поднимаюсь наверх, чтобы все-таки увидеть этот город развлечений, парк развлечений, но я думаю, что, к сожалению, из-за тумана я ничего не увижу. Ну, по крайней мере, попытаюсь. Но даже если я не увижу, я мега доволен, что сюда приехал. Сейчас, друзья, еду к китайскому храму. Тут все очень хорошо сделано. Во-первых, ты спускаешься на эскалаторе с большой высоты. Такая дорога, вся в тумане и в красных китайских фонарях. А вот и храм. Кроме храма, тут еще есть небольшой тематический парк с классными статуями, фигурами. И так приятно здесь погулять очень. Атмосфера здесь располагающая. Очень красивое китайское искусство. Поражает своей вообще разнообразностью, красотой, как они это все делают. И главное, идеями. И то, как оно сочетается с природой. Ой, тут такие страшные фигуры пошли. Ужас какой. Особенно вот это. Какой кошмар. Тут уже люди сварились. Смотрите, друзья, тут уже так немного садизмом попахивает. А вот у нас, например. Итак, друзья, я прошелся после всех этих ужасных наказаний людей, судов. И мне было как-то не по себе уже. Но вот я дошел до этой прекрасной статуи. И мне стало уже как-то спокойнее, что ли. Классная статуя, супер.
Храм закрывается, меня уже выгоняют. Но я рад, что я попал на закрытие, потому что я слышу вот эти удары прикольных барабанов и инструментов. Я переместился из Куала-Лумпура в город Ипах. Мы продолжаем наше путешествие. И сюда мы доехали на электричке, которая курсировала с железнодорожного центрального вокзала Куала-Лумпур. Стоимость электрички была 33 малазийских рингита. Что важно при поездке в электричках в Малайзии? Брать с собой теплую одежду и носки. Кондиционеры сумасшедше холодные. И у меня прям с первых 5 минут уже все тело обморозилось. Я флиски все поодевал, ботинки одел и чувствовал себя хорошо. Нахожусь сейчас на местном рынке стритфудов, фудкортов местных. Тут, конечно, есть, в отличие от Куала-Лумпур, разная извращенская еда. То есть Куала-Лумпур все-таки так поцивилизованней, поевропеизированней. И тут начали пропадать надписи английские. Open. One. One. And second one. Okay, and second. one. Okay, 1, 2, 3. Whoa! Я нахожусь сейчас в огромной пещере под названием Perak Cave Temple. Это храм. И рассматриваю разные красивейшие залы. Тут очень красиво разрисованы стены. И масштабы пещеры тоже впечатляют. Но в отличие от Cave Batu Cave в Куала-Лумпур, здесь не так много народу, паломников, людей, туристов. И благодаря этому здесь более интересная, спокойная атмосфера. Из нее есть красивый оборудованный подъем наверх. Очередной, друзья, храм китайский. Тут рельеф такой, местность такая, что много пещер. И где есть возможность, организовывают храмы. Но тут дракону все засовывают деньги в пасть. Друзья, тут такое место, насыщенное этими храмами. Тут храмов, наверное, штук 10. И все они абсолютно разные и супер-мега красивые. Улица храмов. И тут еще есть 2 парка с озерами. Я нахожусь в парке архитектуры и народного быта под названием... Не могу прочесть, тяжело мне прочесть это название. Но он что-то мне отдаленно напоминает украинское киевское Пирогово. И представлены дома и быт разных уголков Малайзии. Поднимаюсь с гору вот по такой расщелине и наблюдаю, начиная от динозавров. Ну, как по мне, самое классное в этом парке тематическом — это сама природа. Это растения, скалы, ущелья, в котором я нахожусь. Так, друзья, очередная пещера, очередной новый храм, охраняемый животными, Кек Лок Тонг. Эта пещера, конечно, огромнейшая. Мне эта пещера понравилась больше именно как природное творение, как пещера, а не как храм. Да, тут очень красивые фигуры, скульптуры, но вот именно сами рельефы природные этих камней впечатляют. Невероятная красота. С одной стороны творение природы пещера, с другой стороны
человеческое творение, чудесный парк. Очень и очень красивейший парк, друзья, просто супер место красивое. Мне так нравятся вот эти все горы и то, что у них вот в этих всех красивейших горах находятся храмы. День ближется к концу, гуляю по кварталу Ипаха и Пирака. И вот очень красивая арт-улица. Я сейчас нахожусь в Гулун-Ланг-парк. И тут есть красивейшее озеро, на котором ездят лодочки, плавают. В планах посмотреть этот парк у меня было, где-то час времени. Я думал, за час посмотрю, поеду дальше. Но оказавшись здесь, я понял, что дальше я ехать никуда уже не хочу. Вот на такой красивой лодочке, в таком красивейшем озере мы плаваем. И сейчас переходим на другой берег. Без лодочки туда перейти нереально. А лодочка включена в стоимость билета, который стоит всего 3 рингита. Очень много тут птицы поют, и так как этот парк отделяет озеро от цивилизации, сюда не могут приехать ни машины, никто. Он между двух гор спрятан, и тут такая тишина, вообще классная природа. Великолепнейший храм. Красивый, большой, оригинальный. Очень повезло оказаться здесь тогда, когда тут нет практически ни единого человека. Это свой кайф. Я сейчас нахожусь в очень красивой, я бы сказал, сказочной мечети. Она снаружи выглядит как из картинки про сказки, не знаю, про Синдбада-морехода, что ли. Очень красивая архитектура, смесь арабской и индийской. Напоминает дворец Тадж-Махал. Очень красиво. Вот такое красивейшее, абсолютно уникальное сооружение. Напоминает как рисунки из каких-то сказок. Смесь арабской и индийской архитектуры. Вот этот купол очень красивый вверху. Я счастлив, что я посетил эту мечеть. Она прекрасна и уникальна. Так, друзья, я сейчас нахожусь в Джорджтауне. Уникальный город, уникальный тем, что тут старый город, жесткая смесь культур: индусской, китайской и малайской, мусульманской. На одном участке улочки у нас находятся мечети, на другом китайские храмы, на третьем индуистские храмы. Очень классно. И делится на районы. Вот, например, тут индийское население, в другом квартале китайское и в третьем малайско-арабское. И как я смотрю, они уживаются и особо не конфликтуют. Друзья, сейчас поднимаюсь на 68 этаж.
здание, которое называется Sky Rainbow, небесная радуга. И посмотрю вид с 68 этажа на весь город Джорджтаун. Итак, друзья, я немного очкую. Ой, боюсь смотреть. Какой кошмар. Та-дам! Я на 68 этаже. Боже, у меня аж руки вспотели. Ощущение очень классное, но после Sky Tower в Куала-Лумпур оно уже не так прям круто. И завершающей кульминацией этого движа с этим видом это выпить бухлица с видом на этот прекрасный вид Джорджтауна. Огромный комплекс храмов, друзья. Тут есть высокая пагода, и сейчас я в нее поднимусь. Итак, после где-то около 1,5 часа осмотра храмов я дошел до главной пагоды белой, сейчас на нее поднимусь, и до главного храма. Очень все красиво и очень все хорошо сочетается с природой. То есть не просто думали о архитектуре, а и как оно с природой будет смотреться и обживаться. Этот комплекс храмов был построен с 1890 года по 1930. Не буду нагружать вас информацией с Википедии. Главное, что нужно знать про него, то что он совмещает 3 стиля: бирманский, тайский и китайский. И это место паломничества очень многих буддистов с Гонконга, с Филиппинов, Сингапура и прочих стран. Я нахожусь на Пенанг-Хилл, и лучше бы я сюда не ехал. Очереди сумасшедшие, больше, чем в Лувр. И ты вот в этой толпе народа и в маске находишься, ну, по крайней мере, как минимум 1,5 часа. Может, сегодня просто воскресенье, поэтому такое количество народу. Может, будние дни и меньше, но то, что испытал я, неприятно. Посмотрите, какая толпа какая. Это просто частный парк. Нужно заплатить за вход 60 рингитов и ходить, наслаждаться вот такой красотой. И кроме этого моста, скайбриджа, есть еще несколько других интереснейших мостов, а также зиплайны и прочие аттракционы. То есть это как бы такой лесной парк развлечений. Но пока что мне самое больше нравится то, что, платя за вход, ты избавился от этих всех толп людей. Тут людей практически нет. И я слышу птичек и всяких других животных этого леса. Как-то так, друзья. Чуть-чуть солнышко вышло. Очертания моста улучшились. Тучи нету рядом с мостом. Поэтому вот я вам могу показать, насколько он красив. Такой эллипсной формы. Ну, в принципе, классный прикол. Чумовой, красивейший мост. Но, к сожалению, тучку подтянуло. Также тут на Пенанг-Хилл есть храм, очень красивый. Видно, что его недавно построили, но очень красивый. И также есть и рядом мечеть. И вот такая мечеть, друзья. Друзья, я сейчас нахожусь в очень, на мой взгляд, супер интересном районе под названием Чу-Джети. Это дома на воде, на набережной, которые стоят на сваях. Сваи сделали из ведер для краски, место опалубки. И вот так тут люди живут. Очень классный райончик, тут китайские церкви. Колорит не похоже ни на что. Друзья, дома очень красивые, я не назову ни разу это трущобами. Там все красиво, культурно, хоть и выглядит оно куриными домиками, но все чисто, не воняет, безопасно, и люди дружелюбные. Что мне нравится, друзья, то, что несмотря на то, что все эти дома стоят на воде, тут нет определенного запаха застойной воды. То есть я себе спокойно дышу, тут ничего не гниет, ничего не подванивает. И ты идешь по этим деревянным домам, и очень приятно слушать этот звук дерева. Ну а это, друзья, что-то типа главной набережной этого городка на воде. Вот здесь лодка. Вот на таких лодках ловят рыбу и перемещаются.
В этом городке даже есть свой красивейший храм. Очень красивый. Гуляться не только по заглавной улице, а и по всем закоулочным улицам. Тогда вы увидите не туристические магазинчики, вот как я сейчас иду, где люди уже мороженое продают, сувениры, а именно реальную жизнь за углом. Иду по кварталу, называется Маленькая Индия. И здесь индусские магазины, индусская еда и, соответственно, индусы и храмы индусские. Вот такой красивейший индуистский храм. Очень красивый. К сожалению, снимать нельзя. Я попросил селфи сделать. Очень интересная концепция. Снаружи старое здание, с другой стороны современные модные кафешки внутри с кондиционированием. В целом Пенанг имеет не только старые какие-то архитектурные интересности, а и ультрасовременные кафешки. С ультрасовременной молекулярной кухней, с разным супер дизайном, и там довольно-таки интересная категория людей, все с ноутбуками работают. Последний день моего путешествия по Пенангу, и я посвящаю этот день комплексу буддийских храмов. Они находятся чуть-чуть далеко от центра, но они неимоверно красивые. Вот чем дальше от центра города, тем храм более, что ли, настоящий, не туристический, аутентичный. Тут монахи ходят в специальной одежде. Золотая пагода. Вот такая красавица. Очень красивая пагода, но, естественно, нужно подняться наверх. Люстра красивая, потолок. Классно, как будто в картинной галерее, только вместо красок масляных здесь мрамор. Вьетнам, Малайзия, Таиланд, Лаос, Камбоджа, Индия, Пакистан, Бутан. Второй этаж практически такой же, как и первый. Отличается только тем, что мраморные картины содержат других стран буддийские храмы. Сингапур, Индонезия, Гонконг, Китай, Япония и Корея. Добрался до самого верхнего этажа. Тут находится колокол, красивейший потолок. Мне здесь нравится, атмосфера классная. И отсюда видно, как город из такого буддийского храма перерастает в современные небоскребы. А напротив находится мечеть и поет мулла. Город контрастов. Вот, друзья, золотым куполом это мечеть. Очень много эмоций, очень много строений, супер классная энергетика. Тут надо, не знаю, наверное, весь день провести. Друзья, так красиво, пойду внутрь тоже этого храма, посмотрю, что там. Очень красиво. Малайзия не перестает удивлять. Это я как будто побывал в Непале. Я не могу вам передать свои эмоции, но здесь так классно, так спокойно, так тихо. И вот этот стык культур просто сумасшедший. Но тут, друзья, Будда очень высокий. Это самый высокий, которого я видел из всех этих комплексов храмов вообще во всей Малайзии. Очень красивые драконы, друзья. Свежие такие, блестят очень красиво. Вообще храм, он, конечно, новый, но супер классный. Но в этом храме огромный лежачий Будда. Он реально огромный, потому что сам храм большой, и он на всю длину храма вытянут. Очень красиво. Очередной крутейший храм напротив храма, в котором я только что был. Тут прям плотность храмов зашкаливает. Ой, а внутри, друзья, так красиво. Посмотрите, как стенка выложена
статуями. Невероятная красота, невероятно, сколько здесь работы проделано, чтобы построить этот храм. Перед аэропортом есть очень красивый храм Snake Temple, храм змеи. И вот я заехал, это буквально от аэропорта чуть-чуть там, метров 500. Ой, так тут змея настоящая, люди. Я сначала думал, это муляж, а это настоящая змея. И она находится тут, в храме. Я в шоке. Я сначала думал, это украшение, а это змея. Вы представляете? Змея. Это невероятно. И тут есть шкурка змеи. Вот это да. Короче, Женя... Ой, что-то он обозлился, услышал меня. Я сейчас переместился на остров Ланкави. Сюда я прилетел из Пенанга. Стоимость самолета 35 евро. Относительно недорого, учитывая, что со мной был багаж 20 килограмм. И я сейчас нахожусь на пляже. В общем, очень классный курортный городок. И здесь нету каких-то шопинг-моллов или каких-то небоскребов движем. Тут очень много есть кафешек, ресторанов. Очень много есть интересных вещей, таких как duty-free. Полно продают алкоголя, что, собственно, в Куала-Лумпур или в Пенанге я не видел. Шоколад разный. И китайские, тайские и индусские кафешки. А еще мне очень нравится на этом пляже вот такие огромные деревья, под которыми днем от знойной жары они создают тень и можно спрятаться. По сути, я могу здесь находиться на пляже целый день и не жариться от палящего солнца, потому что деревья меня защищают. Приветствую вас, друзья! Сегодня я поднимаюсь на главную достопримечательность, на мой взгляд, Ланкави. Это Sky Bridge. В принципе, ради этого моста я и приехал. Дорога туда ведет вот через такой канатной дорожки. И поднимаясь наверх, наслаждайся красивейшими видами вокруг, в том числе интересным водопадом и видом на море. Кабинки есть двух типов, с прозрачным дном и обычные. Я выбрал с прозрачным дном, и повезло, что никто не выбрал больше с прозрачным дном, и поэтому практически снял VIP-кабинку. Друзья, добрался я на обзорную площадку, самую высокую, посмотреть на этот чудеснейший мост. Но на него надо покупать отдельно билеты, чтобы туда добраться. Но тут есть еще две классные обзорные площадки выше этого моста. Ну что сказать, друзья, только ради этого моста, в принципе, я бы вам рекомендовал приехать на Ланкави. Лишь только ради этого моста и провести тут целый день. Невероятные виды природы, невероятные сооружения архитектуры, инженерного искусства, соединенные вместе с этой природой, которые очень классно гармонируют, и выглядит это и чувствуется феноменально. Сейчас нахожусь на пляже Пантаи Танхун Хрху. Очень классный, длинный, белоснежный пляж. Вода прозрачная, но не такая прям как бирюзовая, но прозрачная. И очень красивые зеленые острова. На другой остров. Дождь. После дождя пляж супер. Все люди поубегали. Пляж пустой. Так классно, и воздух офигенный. И прохлада. Отправляемся в путешествие по парку мангровому. Погода нас не щадит. Будем ехать в дождь. Друзья, сейчас будем кормить орлов. Боже, какая Вот такая пещера, друзья. Только что я был внутри.
очень красивая. Это вот реально мне понравилось, потому что это гора Скала, и под ней есть пещера. И мы проплыли на этой прекрасной лодочке под пещерой. Вот такая огромная пещера. На самом деле мне не сколько пещера понравилась, сколько то, что мы потом идем по вот деревянному мостику вот этих мангровых зарослей. И это очень красиво. Удивительные деревья. Корень практически наружу. Очень красивое место. Рекомендую. Вот акула. Ой, прикольный. В тур по мангровым лесам, кроме катания на лодочке, входит также кормление орлов и посещение рыбной фермы, где можно поесть также выращенных крабов. You can hold? I can what? Hold. No, I don't want hold. Okay. Я нахожусь в порту Ланкави, и сегодня мы едем на остров Вдовы, где будет озеро Вдовы. И помимо этого острова будет еще посещение еще 2 островов. В целом сегодня 3 острова, стоит это 50 рингитов. Вот такая красивая лодочка. Немножко поплавал в этом прекрасном пляже. Водичка прозрачная, есть даже немного кораллов. Но, конечно, не так много, как в Египте или на Роатане, но все равно атмосфера очень приятная. В этом туре на остров Вдовы также предусмотрено кормление орлов. В принципе, Лангкави – это название орла. Соответственно, они тут летают и они тут хозяева. Сейчас мы приехали в парк. На остров, где находится самое большое пресноводное озеро. Называется озеро Вдовы. Сейчас мы посмотрим его красоту и поплаваем. Сильно много, друзья, здесь всего. И как-то так красота природы на фоне всего этого теряется. Ну, друзья, в целом все очень красиво, классно. Но как-то я ожидал большего. На картинках было поинтересней. Но пресная вода, наверное, для самих малазийцев это как круто, типа озеро. Потому что у них же морская вода и заливы. Но для меня, кто насмотрелся этих озер в достаточном количестве, ну все равно бесспорно красиво, и сюда ехать стоит. Но как-то тут сильно большой движ, сапы. Ну что, друзья, буду я прощаться с этим озером Вдовы. Необычное озеро. Здесь потерялся мой дрон. Ну, пусть вдова радуется хоть дрону. Вот, у нее такое горе без мужа. То хоть дроном пусть наслаждается. Это остров Берас-Басах. Тут красивейшие пляжи. Остановились мы тут на час, и нам дали возможность поплавать на этом чудо-острове. Я сейчас нахожусь в хостеле для кроликов, и в Малайзии кролики также популярны, может быть, для определенного круга людей, как у нас коты. И тут прямо у кроликов есть свои хостелы, своя еда и свои прически. Фэшн-кролики. Вот вы видите кролика, он такой весь пушистый, какой-то породы неоднозначной, и он мне напоминает вообще вот как псов делают им прически. У них для кроликов какая-то брендовая еда, прям с США. Разные бренды. И называется это Бех Ио. Мир настолько разнообразен, не перестаешь удивляться.